В прелести находятся те, кои, возложив упование на самих себя, возмнили, что не имеют нужды в путеводителе. Из Египта исшедшие имели своим путеводителем Моисея, а из Содома избегшие – ангела. И одни из них, подобны исцеляющим душевные страсти, под попечением искусных врачей, каковы исшедшие из Египта, другие же подобны желающим совлечься нечистоты бедственного тела, почему и имеют нужду, чтоб им споспешествовал ангел, или, по крайней мере, скажу так, кто-либо равноангельный. Ибо по гнилости ран потребен нам и врач, и язва-целитель. Каков должен быть руководитель, полнее можно видеть у того же святого Иоанна Лествичника в наставлениях его настоятелю. Там назван он врачом, кормчим, учителем, книгу в сердце написанную имеющим, и не от человек наученным, бесстрастным, в Боге живущим и прочее. Видимо, то есть, что он должен быть из коснувшихся последних степеней совершенства. Василий Великий так говорит об этом: «Со многим попечением и разумением потрудись найти в предводителя твоего жительства мужа непрелестного, хорошо умеющего наставлять идущих к Богу, цветущего добродетелями, в своих делах имущего свидетельство своей к Богу любви, разумеющего божественные писания, немного заботливого, не сребролюбивого, не любостяжательного, безмолвного, боголюбивого, нищелюбивого, безгневного, непамятозлобного, многоназидательного для сближающихся с ним, не тщеславного, не гордостного, не ласкательного, не непостоянного, ничего не предпочитающего Богу. Таковы совершенства истинного Отца. Без этого он не возможет при всем усердии вести ко спасению души, верившие ему себя. Путь, ведущий к Богу, можно изучить из книг, из примеров и учения святых отцов и указывать его другим. Но руководитель должен не указать только, но и весть, и не весть только, но как бы несть на себе. Он должен быть сильным в молитве, ходатаем пред Богом и отгнателем невидимых врагов, а для сего должен иметь дерзновение и силу веры, наступающей неблазненно на всю силу вражию. Это дается или стяжевается на второй степени, то есть совершенными. Святой Иоанн Лествичник является во сне и пробуждает ученика, на которого готова была пасть гора. У святого Варсонофия множество опытов, что ученики ради молитв его избавлялись от мучительства страстей и стужения бесов. Чтобы вести, надобно видеть все распутия, опытно знать их и знать, как они отклоняются. А для сего надобно стоять на некоторой высоте, с коей можно бы обозревать
и все пути, и всех идущих, и того между ними, кто вверился. Словом своим, как рукою, он наставит его, как идти прямо, без уклонений, скоро, среди всех распутий, без блуждания. Не очистившиеся от страстей, все стоят на одной линии в уровень. Ученый ли кто или не ученый, читал ли кто науку о подвижничестве или не читал, толпу же составляющие люди не видят, куда и как пройти, а толкают только друг друга и идут, как идется, то туда, то сюда, ожидая, не попадется ли им нужная тропинка, чтобы выйти на простор. Между тем, как по голосу, который вне толпы, тотчас выйти можно. Дело все в покорении страстей. Не победивший страстей не может дать надежного правила на их покорение, потому что сам страстен и судит страстно. Затем-то умный, но сам не испытавший руководитель никогда не поведет далеко при всем своем желании. И сам он, и руководимый будут говорить, рассуждать о путях Божиих, и все толочься на одном месте. Сверх того, ему должна принадлежать некоторая естественная властная сила над душою ученика, чтобы она беспрекословно, молча покорялась ему, была как ведомая. Силу же духа, не покоривши страстей и не приявши духа Божия, иметь нельзя. А без этого слово всегда будет бессильно, бесплодно, потому что не может родить того собою, чего в себе не заключает, как учит преподобный Макарий Великий. Таких совершенств должен быть истинный руководитель и верный наставник. Но и вверяющий себя ему, когда Господь сподобит обресть такового, подвергается великим и строгим обязательствам. Существо руководства и сила его состоят в завете между духовным отцом и учеником, полагаемым пред лицом Бога, в коем отец берет на себя спасение души ученика, а ученик предает ему себя всецело. В этом завете существенное отличие руководства от совещаний и вопрошений. Наставление, даваемое в последних, не связывает, а в том всякое слово – закон. Там вопрошающий имеет еще свободу рассуждать и рассматривать, а тут всякое рассмотрение неуместно и гибельно. Ученик предает себя всецело. «Ты, — говорит святой Василий Великий, — отдай ему себя совершенно упраздненным, то есть, чтоб уже у тебя своего или на свою долю ничего не оставалось, а все принадлежало Отцу. Иначе этот остаток древней закваски будет портить вновь влагаемое в тебя, и все такое смешение будет безвкусно, неугодно Богу, противно». У святого Иоанна Лествичника приводится пример, как один говорил к своему наставнику: «Как ковачу вручается железо, так и я, преподобнейший отец, тебе предался».